Что у вас с ним происходит? Общий расклад Таро на любовь, отношения с загаданным партнером. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим, что происходит у вас в ваших отношениях и что происходит с ним, с вашим партнером, из-за вас или в этой ситуации прямо сейчас. Настройтесь на себя, на свою ситуацию и давайте смотреть, что же происходит с ним и у вас с ним в отношениях. Сразу выпадает метла. Первая карта, да. Ну, от чего-то нужно очищаться, избавляться, убирать что-то лишнее в отношениях. Возможно, кто-то сплетничает о вас. Возможно, есть люди, которые явно лишние в отношениях. Да, вот сходу, да. То есть, если на раскладе, кто на раскладе, то человек, которому нужно избавиться от чего-то в отношениях. Да, давайте еще посмотрим. Ну, здесь всадник. Здесь, знаете как, на раскладе мужчина решительный. Без лишних каких-то фраз, без лишних движений, без лишних каких-то, может быть, слов. Ну, такой вот. Без лишних слов, да, вот. Ну, и ваше общение, ваши коммуникации, в нем есть что-то лишнее. Лишнее. Метла, да, и коммуникации рядом. Поэтому, ну, вот так. Окей, давайте дальше. Ну, и смотрите, вы видите айсберг. Тут перемешанные карты просто вверх-вниз. Вы чего-то не замечаете. То есть на поверхности общения одно, а в глубине общения совершенно другое. Или на поверхности отношения одни, в глубине совершенно другие. То есть то, что вы видите в отношениях, вы видите только его часть. Да? Ну, давайте дальше. Ягненок есть. В раскладе могут участвовать дети, или вам приходится чем-то жертвовать. Возможно, и дети, и жертвы, и, возможно, даже дети становятся заложником или жертвой обстоятельств. Да? Непредвиденных причем обстоятельств. И обстоятельства у вас реально непредвиденные здесь присутствуют. Ну-ну. Есть дракон, есть источник агрессии, есть, возможно, вы зашли на чью-то территорию, возможно, вы кого-то разозлили в этих отношениях или в этой ситуации, возможно, вам приходится жертвовать собой в этих отношениях или еще кем-то, или еще чем-то, и вы, возможно, и не ожидали, что вот, допустим, вы войдете в эти отношения, и придется жертвовать. И чем дальше, как бы, тем больше жертвовать вам приходится, да. Ну, ягненок-то есть, а дракон всегда съест этого ягненка, да. Вот так. Ну и последняя духа карта. Знаете, ну, в чем проблема, в кавычках, в этих отношениях, как бы у человека, да, который на раскладе. Но он считает, что его жертвенность, она там, какая-то священное, или так и надо, или я так заслужил, или так должно быть, или это во благо, но это еще далеко не факт. Смотрите, здесь ягненок это жертва, а это вот как будто бы, знаете, жертва ради жертвы. Это уже, знаете, как становится, да. Ну, я не знаю, как это можно назвать даже. Ну, самопожертвование ради самопожертвования, да, такой слепой альтруизм в отношениях, где, ну, вообще никакой выгоды, что ли, получается, вот эти две карты. То есть, ну, один партнер получает свое, насыщается, наедается, да, крови напивается, да, может, как дракон, да, или там мясо наедается. А второй постоянно вот жертвует. То есть, один все время в плюсе, другой в минусе, как бы. Опять-таки, есть что-то лишнее явно. Чего-то много чего вы не знаете. Ну, давайте разбираться. Что говорят в ваших отношениях за вашей спиной не очень хорошее, а может быть и наоборот хорошее. Что говорят в ваших отношениях за вашей спиной? Ну, это, скорее всего, ваш партнер, но может быть это те люди, о которых вы хотите
узнать, да, что говорят за вашей спиной. Острые, колкие фразы, и вам лучше о них не знать, не слышать, иначе вы будете злиться, и из-за того, что говорят о вас за вашей спиной про эти отношения, ну, вы бы точно разозлились, если бы узнали, да, и это вызвало в вас не только агрессию, но и подтолкнуло к каким-то нечистым делам. Хорошо, как настроен к вам по отношению к вам загаданный мужчина? Загаданный мужчина. Дружелюбно. И, ну, он может даже считать, что вы его судьба или судьба вас вместе свела. То есть, как бы позитивненько все пока. Хорошо, чего вы не замечаете в этих отношениях? Может быть, от чего не знаете, о чем не догадываетесь? Ой, вы много чего не замечаете. Как минимум, это разговоров, обсуждений и того, что, ну, вот посторонние слова, подсказки какие-то, да, вот слова именно, да, общение постороннее меняет вектор движения ваших отношений. То есть ваши отношения, в принципе, как флюгер, да, вот. А почему? Потому что они крутятся в ту сторону или под тем воздействием слов и влияния окружения вашего, да, то есть действительно сплетни, может быть, чьи-то слова одному партнеру, второму партнеру постоянно меняют вектор движения этих отношений. Давайте разберемся, что за жертва это, ну, что за ягненок. Ягненок обычно жертва, часто, да, ну, как правило, точнее. Чем жертвуете? Ну, жертвуете вы радостью, удовольствиями жертвуете. Вообще букет — это королева пиковая или дама пиковая. Ну, вы жертвуете, с одной стороны, одиночеством, да, ну, чтобы, возможно, не быть одиноким, вы жертвуете какими-то радостями, да, может быть, в чем-то себе отказываете. Но и жертвует здесь женщина, дама пиковая, скорее всего, либо одинокая, либо ищущая отношений, либо в отношениях. То есть женщина здесь является заложником ситуации, жертвующей. Но давайте рассматривать, кто дракон или что такое дракон в этих отношениях. Или дракон часто это агрессия. Ну, давайте смотреть. Неужели чье-то сердце или чья-то душа алчит любви или, ну, я не знаю, даже алчит поглотить чью-то душу, что ли? Или, может быть, это такая ненасытная любовь, страсть ненасытная. Дракон здесь есть сердце. Сердце. Может быть, здесь дракон человек-сердцеед, мужчина-сердцеед, женщина-сердцеедка. И, может быть, этот дракон здесь как будто бы хочет съесть чью-то душу, что ли, или присвоить себе ее, да, или поглотить ее. Вот почему-то так у меня идет. Хорошо, единорог обычно он об инфантильности и каком-то предвидении. Давайте посмотрим, это инфантильность все-таки, да, вот это от ягненок, жертвенность. Или это действительно какое-то шестое чувство у вас есть? Вообще, ну, это больше шестое чувство. Это не про инфантильность явно маг. Но опять-таки, с одной стороны жертвенность, а с другой стороны единорог. Ну, может быть, вы знаете, чем жертвуете. И у вас такой там прямо просчет наперед на 10 ходов. Ну, возможно. Поэтому этот единорог, он является признаком одного из партнеров, ну, скорее всего, здесь у женщины есть качества магические какие-то. Но действительно, с другой стороны, если вы, как женщина, знаете, что вы не владеете никакой магией, но чувствуете, что на вас магичит мужчина, то тогда да, это может быть здесь. Ну, здесь маг именно выпадает. То есть здесь вообще такой интересный расклад, что вы можете не знать, как женщина, что имеете отношения с мужчиной, который имеет отношения с магией. Причем либо по своей инициативе напрямую, ну, либо тут магия в отношениях каким-то образом задействована,
И ну, кто-то не хочет отдавать сердце любимого человека. То есть это может быть как треугольник, так и приворот от партнера на партнера, да, вот так. Ну, окей. Хорошо. Что говорят о вас злые языки за спиной про эти отношения? Что говорят о вас злые языки, метла и меч? Называют вас собакой. Ну, собака выпадает. С другой стороны, можно сказать, если эти злые языки что-то говорят, ну, что бы они ни говорили, они гавкают, да, то есть они вас осуждают, брешут, да, то есть собака, єдиний, хто бреше, це собака. Поэтому, ну, давайте так, они говорят неправду, потому что все-таки метла это не есть правда, ну, нечестность некая, но брешут по отношению к вам. Вот и все. Собака, ну и могут называть вас всякими нехорошими словами. Хорошо. По мнению мужчины, мы видим, что он, ну, как бы настроен дружелюбно и судьба, да, как бы он считает, что вы судьба. А давайте спросим у высших сил, судьба ли вам быть вместе? Котел, возможно. Это общая, это обобщающая карта, и я вам так скажу, по котлу у вас не только что судьба, да, но вам надо, прилагая усилия, еще, возможно, применять и магию здесь свою, да, и, возможно, усилия не одного человека. То есть вот просто так вы вместе, вдвоем быть не можете. Нужна еще одна какая-то сила, либо человека, либо магия, да, ну, посторонняя сила, которая бы укрепила ваш союз. Давайте спросим, почему так и что реально сбивает вас с толку? Вот эти вот силы, которые вот как ветер дуют в разные стороны, да? Что реально дезориентирует ваши отношения? Колесо. Очень хорошая карта. Сама судьба. Сама судьба и, возможно, большая подвижность, динамичность этих отношений. Я бы не сказал, что это какой-то конкретный человек. Но колесо – это опять круг общения, круг окружения, да, и поездки, переезды, динамика, да, вот это вот. То есть, ну вот суета-сует, я так скажу просто. То есть вам мешает в отношениях суета. Не просто вот это вот там магия какая-то, да, там или еще что-то, а вот сама суета. Давайте посмотрим, чем именно жертвует здесь женщина. Джокер очень хорошая карта. Во-первых, женщина жертвует непредсказуемо чем. То есть всем по сути, да, и тем, и тем, и этим. То есть она не понимает, чем она жертвует. Вот первая проблема. Ну а во-вторых, Джокер – это легкость и свобода. Как будто бы женщина здесь идет в отношениях как заложник ситуации. Ну, пока что так. Давайте разберемся с драконом и сердцем. Почему дракон хочет поглотить это сердце, да, вот. Интересный дракон выпадает такой. Здесь книга, ему интересно это. Но его влечет это сердце. В общем, кто бы ни был драконом здесь, и кто бы не хотел поглотить ваше сердце, это им движет, этим драконом, либидо, энергия жизни и энергия познания и размножения. Вот так вот. Действительно ли мужчина колдует или магичит на вас, да? Давайте спрашивать уж как уж так. Земля, ну, если видите землю где-то, ну, там подсыпочки какие-то, то может магичить. Земля, в принципе, элемент магии. Я скажу, что, ну, я не скажу однозначно, да, это же не диагностика сегодня, да. Я скажу, что, скорее всего, мужчина здесь по этой карте магичит, и нужно просто смотреть внимательно, как вы себя чувствуете, не там, ну, свое самочувствие, да, отслеживать по вот этой карте. Ваше там сердцебиение.
ваша ориентация в пространстве, ваша способность двигаться, коммуницировать, да, вот это вот все нужно смотреть. Но учитывая то, что Земля является одним из элементов магии, то, скорее всего, да, и эта карта может быть и светлой, и темной. Чаще она к темной энергии относится, но может быть и светлой. Хорошо. Если у вас друзья в этих отношениях, есть ли у вас друзья в этих отношениях? Да, есть эти друзья, и они могут вам помогать. Возможно, даже помогают и принесут удачу, успех вот в таком смысле. То есть друзья могут в нужное время оказаться в нужном месте, помочь этим отношениям. Кто еще за вас в этих отношениях? На вашей стороне. Кто-то из членов семьи. Возможно, дети. Возможно, потому что это гнездо. Но обычно это королева червовая. Это женщина, которая имеет знак зодиака. Рак, рыба и скорпион. Куда идут ваши отношения? Или катятся ваши отношения? Но тут ритуал. Ритуал – это повторяющиеся действия. Ну, они имеют тенденцию повторяться. Ну, я так скажу, прямо вот ваши отношения катятся к ритуалу. А какой он будет? Условно говоря, финально-похоронный или продолжающий, обновляющий ваши отношения. Но это уже будет зависеть от ситуации и общий расклад. То есть ответ к ритуалу. А какой он будет? Финальный или оздоравливающий, будете решать сами. Кто является X-фактором и кто еще влияет на отношения, а мы и не догадывались. Ну, здесь Гробик. А Гробик – это человек или само влияние, которое несет с собой проблемы. Может ли это быть покойник или дух покойника? Возможно, потому что над нами прямо дух Джокер, да. А с другой стороны, это может быть и живой человек, который просто вот хочет целенаправленно постоянно вставлять палки в колеса. Видите, гроб ложится прямо возле колеса. Поэтому вставляет ли кто-то палки в колеса? Да, вставляет. Гроб обычно это мужчина. Ну, как минимум, мужчина вставляет в палки в колеса. Или ушедший из этого мира человек, неважно, мужчина это или женщина. Как долго вы можете быть в режиме этих отношений? Ну, проверяем дракона, сердце и книгу, да? Ну, и не в режиме, а в этих отношениях. Как долго? Ну, до тех пор, пока будете чувствовать, что вы управляете ситуацией. Все-таки рулевое колесо зависит многое от вас. Хватит ли у вас сил на это? Давайте спросим. Ну, Лилии должно хватить. Если вы мужчина, то по этой карте да. А если вы женщина, ну, возможно, да. Ну, если мужчина здесь имеет статус, имеет для вас значение, ну, вы понимаете, что этот мужчина действительно вам нужен и так далее. Интересно. Хорошо, давайте тогда спросим. Что может помочь улучшить эти отношения? Подкову проверим. Бабочка, легкость. Ну, легкость бабочка – это всегда перерождение. Может быть, перезагрузка ваших отношений. Перезагрузка бабочка – это души еще. Перезагрузка может быть ваших душ, ваших судеб, ваших матриц. Вот это. Но обновление бы тут не помешало. Хорошо. Как относится мать загаданного человека к вам, по отношению к вам в этой ситуации? Ну, она не торопится, она наблюдает за вами и говорит, время покажет. То есть посмотрим, поживем, увидим. То есть ни хорошо, ни плохо. С точки зрения наблюдателя нейтрально, давайте так скажем. И она присматривается. То есть у нее еще не сформировано мнение о вас вообще никак. Хорошо, давайте посмотрим, что за ритуал, подсказка, да, какой ритуал может, нужен, не нужен,
Что карты скажут о ритуале в этих отношениях? Ворон, желательно, ритуал проводить желательно. Ворон больше темная карта, она больше о темных энергиях. Поэтому, если вы сторонник темных сил каких-то, да, то можно проводить ритуал темный в вашу пользу, то есть призывать темные силы. Если вы сторонник светлых сил, то можно попробовать повоздействовать на вас, лично на вас, на партнера, чтобы как бы попробовать убрать вот эти вот гробы или палки из колес ваших отношений. Хорошо, в чем проблема в этих отношениях? В чем проблема? Ну, как раз ворон и гроб проверяем, да. Но здесь есть мудрец, старик или знахарь и душа. Но проблема, что, возможно, чья-то душа или чья-то энергетика не является истинно легкой, истинно светлой, истинно чистой. То есть каких-то проблем в каких-то, не очень светлых энергиях, от которых желательно избавляться. Либо должен быть какой-то опыт накоплен, пройден, да, и изжит в этих отношениях. То есть проблема может быть еще в том, что один из партнеров или оба партнера ведут себя не мудро или тяжело, да. Хорошо. В чьих руках на самом деле весло этих отношений, которые управляют этими отношениями? А на самом деле управляет этими отношениями человек, у которого сильнее энергия. Вот у кого больше энергии, воли, здоровья, силы воли, вот тот-то и управляет этими отношениями. Хорошо. Что думает мужчина, загаданный вами, прямо сейчас об этой ситуации? Именно его мысли, да? Но он считает, что дело пахнет, как говорится, керосином, да, и что здесь что-то не то, затмение. То есть он четко понимает, что так не должно быть, но почему так происходит, он не понимает. Это о ситуации. Что он думает именно о вас, как о, возможно, частице своей души? Что именно о вас он думает, да? Он не до конца о вас понимает, не до конца вас слышит, да, и он хотел бы, он думает, что вы тоже его не до конца понимаете. Кстати, вам не хватает общения, коммуникации, вербального общения вам прежде всего не хватает. И он думает, что как-то свяжется с вами дополнительно, хочет прояснить то, что ему непонятно. Как долго вам нужно развязывать эту ситуацию? Или как долго он будет выходить на связь, да? Вода, пока не успокоится. Пока не успокоится ваша душа и пока не успокоится его душа. Но вода — это вообще период обычно весны, поэтому, как минимум до весны, остается, если сейчас брать, то это еще 3 месяца, условно говоря, у вас еще может вот этот период затмений длиться в отношениях. Но если у вас сейчас разрыва нет, пока не улягутся страсти, не угомонятся эмоции, он на связь не выйдет, пока не успокоится вода. Хорошо. Какие знаки вы получаете об этих отношениях, но они свидетельствуют о том, что не все хорошо? Знаки. Или получаете, или получите вот-вот. А вы получаете удары судьбы. И знаете, как ваша фраза «как дела, жизнь хорошо, жизнь бьет ключом», но все по голове вы иногда говорите. То есть вас постоянно бьют каким-то образом, да, то может быть вы падаете, может быть на вас что-то падает, может быть вас что-то бьет, вы с чем-то сталкиваетесь, и есть какие-то стычки, столкновения, удары на молота о наковальню, да, могут быть и головные боли, кстати. По вот этой карте. Кстати, можете нарисовать на запястье руну Турисас вот сюда. Если ощутите тепло, вот прямо сейчас можете на паузу поставить, фломастером нарисовать. Если почувствуете тепло, то да. Хорошо. Решит ли проблемы старец или старик или
Человек, который имеет какой-то опыт, да, ну, посторонний человек, поможет ли он тут вам или нет. Медведь, ну, если он обладает некой силой физической или мистической, магической, эзотерической, да, какой-то вот, да, ну, да, скорее да, чем нет. То есть посредник вам желателен. Угу. Может ли в этих отношениях родиться что-то новое, что-то чистое, что-то светлое? Возможно. Тьма всегда рождает свет, а свет просвещает тьму. Если есть что-то плохое, то должно появиться что-то хорошее. Но для этого нужно преодолеть что-то темное, да, вот так. Ну вот оно, затмение рядом. Давайте посмотрим, каковы шансы вам выйти из затмения этих отношений вместе. Ну, как бы не был долг и темен лабиринт Минотавра, он всегда имеет вход и выход. Лабиринт – это всегда символ разума. Поэтому будьте разумны, решайте проблемы по мере их возникновения и ищите выход. Выход будет найден, потому что свет у вас есть. Хорошо, давайте посмотрим. Чувство загаданного человека по отношению к вам прямо сейчас. Что чувствует? Чувствует, что с ним рядом находится женщина, которая, ну, как бы она его, эта женщина его достойна, и он чувствует рядом с собой достойную женщину. Женщина номер один. Любит или нет, и если это не любовь, или если это любовь, то что, да, то как? Любовь ли это, да? Любовь ли это тайна или мистерия, то есть что это, любовь или нет? Ну, это процесс, в котором может родиться любовь. Или вы можете ощутить эту любовь. Хорошо. Любит или использует вас партнер? Ну, скорее всего, любит. Любит или использует? И любит, и использует. Здесь идет процесс, где даже, может быть, этот вопрос пока не стоит и задавать. Механизм это больше об использовании. Но опять-таки здесь поглощение сердца, здесь эмоции, здесь живой расклад. Поэтому и любит, и использует. Но кто кого не использует, как говорится. Хорошо, хорошо, хорошо. Обманывает ли вас загаданный человек? Нельзя сказать однозначно. Глаз может говорить, да, конечно, я это видел. Но если вы лично не видели, то нужно присматриваться. Пока сказать, что да, нет, нельзя. Вообще это правый глаз, и он говорит о каком-то правом деле, да, по какой-то правде. Ну, если говорит, что не обманывает, да, или не изменяет, то говорит правду, скорее всего. Но нужно наблюдать за этим человеком. Хорошо, хорошо. Хорошо. Почему он так поступает с вами? Потому что он до конца не определился все-таки, но считает вас важным человеком в своей жизни. Будете ли вы вместе, мы уже смотрели. Здесь нужно искать лабиринт, выход из лабиринта. Но все же, что скажет дух по этому поводу? Ваши отношения – это череда препятствий и кармических испытаний. Ну, возможно, кармических здесь карма так не сильно прослеживается. Да, возможно, но вам нужно быть постоянно вот как бы в работе, да, вот как альпинисту преодолевать какие-то высоты, тренироваться, делать выводы, обучаться, да, применять на практике то, что вы уже проходили. Хорошо, давайте спросим. Стоит ли вам оставаться в этих отношениях, учитывая то, что мы здесь прожили с вами? Призрак неоднозначная карта, и она не говорит, что да, нужно оставаться. Но призрак это хоть что-то вместо ничего. Это очень тонкая оболочка. Ну, для того, чтобы остаться в этих отношениях, карты говорят, что вам нужно гораздо больше энергии, чем вы сейчас располагаете. Хорошо, что будет, если вы уйдете из этих отношений? Вы. Ну, тут нужно, знаете, мешок успокоительного какого-то, да, валерьянки, мешок валерьянки с собой или бутылек брать. То есть вы будете очень сильно волноваться. Очень сильно. А если останетесь?
А если останетесь сад, это как минимум... Эта карта получше, намного повеселее, поромантичнее. Поэтому я скажу так. Вам лучше пока остаться, чем уходить. Если не готовы лишнюю валерьянку хлебать, да, как кот из миски. Хорошо, будет ли он вас возвращать? Талисман, возможно, у вас есть какие-то привязки. Готов ли он вас потерять? Скорее нет, но посмотрим. Готов ли он вас потерять? Нет, не скоро. А если и готов, то не скоро. Вы для него звезда. Какой он видит вас сегодня? Обновляющимся человеком, который перезагружается, и, возможно, из-за этого он и опасается подходить к вам, чтобы не обжечь свой пальчичек о ваши горящие крылья. Что советуют вам карты Таро прямо сейчас? Ну, попробуйте оторваться от насиженной или належенной или от точки какой-то утонутой, да, то есть вам нужно отталкиваться от чего-то. Якорь, нужно понимать, кто такой якорь, вы или ваш партнер, и понимать, нужен вам этот якорь или нет. Якорь не самая плохая карта. Карта вам советует найти точку опоры и медленно двигаться вперед. Если этого вы не будете делать, тогда... возможно, вы так и не узнаете себя, истинного себя и истинную свою вторую половину. А если вы это будете делать, ну тогда отношения станут прозрачнее, ярче, менее волнующими. И король трефовый, да, возможно, вы сможете понять своего партнера и понять, ваш ли это человек. То есть, не преодолевая трудностей в этих отношениях, вы так и не узнаете, ваш ли этот партнер может быть до конца своей жизни. Поэтому заключительной картой в этом раскладе будет змея. Но змея — это не опасность, которая таится где-то. Змея — это опять еще символ мудрости. И карты говорят: поступай мудро, не торопись и пробуй сбрасывать лишнее в отношениях для того, чтобы смочь обновить эти отношения, как обновляет кожу змія. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Почуємось, побачимось. Все, па-па.